Ты остался без работы или у тебя каникулы на время учебы. Не надо просиживать штаны. Надо рубить бабло. Тем более, когда на улице плюс, лето, солнце и кайф. Поэтому иди к нам, мы тебя подключим в тариф курьер пеший, а если у тебя есть авто, то мы тебя в Яндекс.Доставку тоже подключим с удовольствием. И будешь зарабатывать бабки и иметь их, причем, что самое важное, каждый день в любое время выводить их. То есть ты вышел на работу, и у тебя в первый же день уже появились деньги, и ты решил свои мелкие финансовые проблемы. С девушкой пошел, мороженого поел или еды себе купил, в конце концов. Кому-то, может быть, на день рождения, на подарок. Да неважно. Просто не сиди на месте, приходи, работай. Вот, это я тебе говорю, как человек, у которого свой собственный таксопарк. Всех вас подключим. Ну и, конечно же, тариф грузовой. Приходите, и с вами у нас тоже будет отличный коннект деловой. Пока-пока. Ну давай, мужчинка, шевели ты булочками, блин, своими. Что, наша, да? Да, да, ну если вы на Суздальский, то... Да, это наша, да. Прыгай, дружище. Здрасте. Здрасте. Это нормально, закрыт? Да. Пристегнитесь. А что, надо, да? Ну, да. Можно, конечно, если нужно. Тут ничего, если я посерединке. Не помешает? Да, кому, мне? Вам. Нет, если вы в ухо сопеть не будете, храпеть, то нет, не помешаете. Но я могу заснуть по Так, пути. стоп, подождите. У вас же по налику, да? У вас наличные поездки. Да. Слушайте, у вас 1703 рубля. Вы это самое, ну, поездка дальняя, просто можете сразу заплатить? Дорога, дальняя. За поездку. О, Что у вас налик, если да, без налога? сейчас. А ты даже не смотри, нет. Давай это на месте оплатим. Да, о, не, парни, так точно не прокатит, я не вожу. что, нету Ну, я вариантов, да? на длинные поездки я не вожу так. Ну, конечно, представляете, какая ситуация возникнет. Денег нет, друзей нет, помочь некому и так далее. Я вот уже... Да не, парни. на нас-то посмотри, мы нормальные парни, адекватные. Поверьте мне, здесь столько сидело людей адекватных, которые в итоге оказывались, блин, не вполне себе нормальными. Я не хочу просто... Я ни в чем вас, ну, как бы не обвиняю, там, ничего. Я просто не хочу всяких приключений ненужных. Вот в чем вопрос, понимаете? Да нет, дружище, тут какого рода момент просто? Ты тоже не пойми неправильно. Ситуация такая, ну... Короче, закуражили мы качественно. У нас просто сейчас вот за ночь только бабок спустили. Девочки такие шикарные были. Там просто деваться было некуда. Все потратили. Просто пойми правильно. Чисто слово пацана. Нет, я понимаю. У вас... свои нюансы, у нас свои, мне эти истории, я тоже их слышал здесь миллион вообще разных, поверьте, могу сидеть рассказывать час про них. Мне, ну, как бы, может получиться вообще, ну, хреновая тема, понимаете? А ваши там эти приключения ночные, они могут быть и не... Их могло бы и не быть, да, я понял момент, но зарешаем стопудово. Братан, я решу. Прям вот отвечаю, приедешь, довезешь, все нормально будет, никаких там ни китков, ни побегов. Ну вот смотрите, объясняю, да, вот ситуацию. Мы приезжаем, вы выходите и по тапкам все, и что? Ну, один в машине останется. Да, вот я в машине посижу, а дружище сходит, деньги заберет, я вот буду здесь, буду ждать. Стопудово. Ну так 100 раз сделай. Да? Ну, в смысле, не Очень замечательно. Не, нормально все будет. Зачем это нам? Просто тоже ночь такая. Ну, как бы, вот, один вы останетесь. Да, без проблем. Веселая ночь. Ночь очень веселая была такая, что это... Так а что, реально все деньги, что ли, ушли? Ну как там, помаленечку, по зернышку, потом туда поехали, сюда поехали. Там, да, вот эти моменты. И девчонки такие еще и ушлые, и красивые, сразу все в одном комплекте. Хотелось в какой-то момент уже сказать, давай, может, хватит, там, это, степенись, куда ты поедешь, ты посмотри на себя, ты на ногах не стоишь. Так. Она такая, сука, красноречивая, блин, попала. Уболтала, да. Так вы жалеете о потраченных бабках или нет? Ну, как сказать? Вот это как есть. Вот завтра, сейчас выспимся, и на свежую голову это все будет станет ясным. Видимо, из-за молодости вы достаточно бодро выглядите, на самом деле. Если бы я сейчас вот из вашего рассказа так провел ночь, то я думаю, что я бы не то чтобы не сел в машину, я даже не вполз бы в нее. Ну как вот сам посуди, если бы ты провел ночь и просто вот на твоем балансе минус 150 кусков, из которых сотка только наличкой. Я не знаю. Ты спросил просто, как мы жалеем. У меня жена и 2 детей, я не могу себе позволить такие бабки сливать на
думаю, в плане. Питере каждый второй такую схему выпадает и... Не знаю. Ну, короче, мне вообще сначала показалось, братан, что она нас разводит, понял? Да? Сначала вот эти... Не, ну судя потом, по когда- сумме, когда- вас и развели, блин. Потом, Что когда значит мне началось показалось? Вас конкретно развели по А сумме. оказалось, не показалось, думаю? Ну, не Нет, знаю, тоже может быть, другого оверпрайс, рода конечно. момент. Есть же вот эти промщицы, или как их там Да. называют, да, с которыми там туда-сюда сходил, как бы, и все. Ну, там, мне кажется, это дикий беспредел просто какой-то там вообще. Я имею в виду в плане ощущений просто, которые ты понимаешь, что ты и свое не получил, и избавился от денег просто в трубу куда-то они выскочили. Не, ну по факту услугу получили. Здесь я понял Оверпрайс просто под просто. конец момента, я понял, что нету никакого вообще подвоха, но я просто так вот решил, блин, товарищ мой тоже не жалеть сегодня ни сил, ни денег. И в итоге вышло. Ну да, можно было там стоять, кусаться до последнего и не платить. Только несчастные таксисты рискуют, да? Ты рискует еще как, да, еще ж бывают А, моменты всё-таки такие. рискуют? Не, еще ж бывают моменты То есть такие. я все-таки рискую? Ну вы, конечно, рискуете. Как же можно не рисковать, когда таких пассажиров подбираете? Ну, мы же сразу сказали, типа мы приедем, все нормально А, будет. да? Надо не переживать здесь, если получится. Я постараюсь. Вот. Не переживать, если получится. Не, ну реально 300 рублей наличкой осталось всего. Ну, 300 рублей, да, осталось. Чем мы тебе дадим их сейчас даже? От них ни погоды, ни толку не будет. Смысл? Как Не, это будет ну, выглядеть? не знаю, 300 рублей, хотя бы 300 рублей. Ну, хотя бы 300 Да рублей у вас ладно, есть, да, перестань, типа? нормально все, Да, конечно. 300 есть. Вообще отлично. Могу показать. Ну, не знаю, как хотите. Хотите, можете показать, хотите, можете не показать. 3 сотки. Отлично. Прекрасно. Ладно. Я просто думал, ты и не спросишь, как бы, что в моменте доехали, как бы. Ну, я вот Да. раньше я не спрашивал, там, несколько лет назад. И у меня было несколько сюрпризов неприятных. Ага. И это не только у меня, это у многих ребят. Когда везешь далеко, поездка большая, денег много стоит, соблазн шваркнуть прям, ну, хороший очень у многих. То есть, ну, и причем у большинства он приходит в процессе даже. Может быть, и деньги у них есть там и так далее. Чистого прикола. Ну, почему? Сэкономить. Ну, поездка там 2-3 рубля, вот у вас 1700. А что, вышел и ушел, и все, и чего? Тем более, нас там за наличные. Как я докажу, что вы мне деньги не дали? Ну да. Ну, Яндекс меня скажет, ну, возьми промокод. И все, как бы. А вас даже не отключит от То есть системы. даже так легко это Слушайте, может а сделать, ну, а за как? наличку. Ну, меня Женя зовут. Жень, я вот родом из небольшого города, и там вот можно такое встретить сплошь и рядом. Сколько я года 3 уже в Питере нахожусь, вот, у меня уже, знаешь, такое вот просто вот тянется за мной шлейф такого неудобства. И даже когда бывает реально теряюсь куда-то больше, чем на 10 минут, там, да, хотя таксисту должен деньги вынести, у меня уже просто волосы не на месте от того, что же он там бедный думает про меня. Один раз таксист уехал. Была ситуация, он уехал, я выхожу отдать ему деньги, Очень замечательно. а он уехал, не дождался. Ну, это мой затуп, потому Ну, может, что я, вы правда, долго очень ходили, да, очень и он долго уже ходил, понял, да. что это все-таки А швырялово. у меня вот как раз история есть про то, как долго ходил. Но меня таксист тогда дождался. Я тогда в Братске в ДНС пошел, на 2 адреса вызвал. От себя до ДНС и от ДНС до клиента. Вот. Пошел, а там очередь. Вот, я что-то минут 20 там проторчал. Выхожу, а он уже, смотрю, отъезжает от парковки. Я вот стопорю, говорю, типа, что, это все уже думал, что убежал? И он такой говорит, ну да, я говорю, извините, что так долго. В общем, заплатил. У тебя подружки-то номер ее остался, или она так и пропала без вести? Которая Катя? Нет, у меня вообще ни одного номера нет. Вообще ни одного номера нету. Слушай, а как ты потом ее словишь-то? Так, я на углу дома тогда остановлюсь, у вас точка стоит. Вот, Да, хорошо. Че, братишка, сбегаешь за ней, как я посижу? Сейчас, подожди, ключи посмотрю. Две минутки. Все, Ну, давайте. Как тут? Закрыто. А я открыл.
Позвони быстренько. Что? Позвоню сейчас быстренько. Так а что, ну, блин, мужчина, смотрите только, чтобы я, да, не участвовал в каких-то этих забегах. Да не, нормально. Ну, нет, я серьезно говорю, ладно? Да слушай, не переживай. Нет, я к тому, что я все-таки побегу, если что. Ну конечно, договорились, не вопрос. Я не только машину водить умею, но и бегать тоже. Я, конечно, не обеднею с этих 1700, потому что деньги есть, да, всем понятно, что не за одни деньги в такси я работаю. Кстати, об этом я рассказываю у себя в телеграм-канале «Бизнес-хайп» Женя Микулин. Ссылочка в описании, сейчас там будет крутой проект. Я буду делать торговые павильоны на арендованной земле, сдавать в субаренду. И показываю полный цикл и объясняю, как можно заработать без вложений. Так что прибегай туда и в телегу, и подписывайся, и все у тебя будет. А я пока подожду этих гавриков. Ну, блин. Я думал, уже выбегать придется. Все, дружище, от души, вот тебе денежка. Сейчас, подождите, это самое, сдачу посмотрим. Ой, слушай, да не заморачивайся ты, ладно, мы столько бабок оставили. Тебе спасибо, что в положение вошел. Уверены? Ну, слушай, я просто за твою человечность решил тебя отблагодарить. Ну, вам тоже спасибо тогда и удачи. Смотрите аккуратнее с женщинами. Все, давай, будь здоров, удачи. Спасибо, пока. Я даже слюну капнул себе на ногу. Видимо, у меня рефлекс на деньги. Это слюна. И, честно говоря, я думал, что шваркнут. Вот, бля, правду говорю. Вот. Был уверен, потому что он начал смещаться. Я краем глаза вижу, что я начал смещаться в ту сторону. К машине такое уже что-то это. Думаю, ну, сейчас такой типа чук хуй. И типа пойдет куда-то за кусты. И там хуй и растворился. Я слишком много сказал раз слово. Ну, это потому что я блин... Кстати, сейчас я такой эйфория, пятерик из банка приколов, блин, нормальный. Это, кстати, тоже, смотрите, не ведитесь, когда, знаете, вы на кураже, там, типа, тебе кидают большие деньги, такой, себе вот это круто, а потом оказывается, что они фейковые, так что обязательно смотрите все бабки. У меня, кстати, много было таких историй. Ну, что я могу сказать? Круто! Поездка за пятерик, вошел в положение. Но это вот, блин, ну, не знаю, я, конечно, рискнул. Ну нет, если они говорят, один останется, это как бы, ну тоже, да? Сколько мы знаем этих историй? Слышь, братан, чё, бля, нам надо пойти помочь ему найти деньги, он не может, он взял, ушел и убежал. Бля. Ну то есть такой-то, это все на ваш страх и риск. Бля. Я стараюсь такое не делать, я не знаю, ну видимо, блин, запах от них, конечно, такой перегарный, бля. Видимо, они всю ночь, да, не только женщин ублажали. Могу сказать, что неплохо. Это знаете, как адреналин всю дорогу меня дрючил. Сейчас такая подорожник в виде билета в Хабаровск. Вот такой подорожник. Кстати, универсальное лекарство. У женщинам помогает вообще от всех болячек. Если ваша женщина чем-то больна, что-то у нее болит, дайте ей вот этот, значит, билетик. Она приложит его к больному месту, и у нее все пройдет. И чем, кстати, больше билетиков, тем быстрее проходит боль. Проверено на многих. Я пошел работать, да? Всем спасибо. Все свободны. Пока-пока. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.